У тебя бывало чувство, что внутри все съеживается, хотя внешне вроде бы ничего особенного. Человек говорит здраво, улыбается, словно заботится, а ты чувствуешь себя не собой. Ты не просила совета, но его тебе дали. С видом искренней заботы, с тоном покровительства, с оттенком превосходства. Ты не спорила, потому что в тебе нет агрессии. Ты внимательная, мягкая, умеешь слушать. И вот ты уже сомневаешься в себе. Становишься меньше. Как будто тебя взяли под крыло, но крыльями сдавили ребра. Это видео для тебя, если ты когда-то не вступала в конфликт, чтобы не обидеть. Позволяла говорить с собой как с наивной. Принимала советы, от которых внутри все сжималось, но улыбалась, потому что так принято. Это не про слабость. Это про тонкость. Ты не борешься за власть, и потому становишься ее удобной целью. И если ты досмотришь это видео до конца, ты узнаешь, как мягко, но точно поставить границу и вернуть себе себя. Помнишь? Был трудный момент, разрыв, потеря, растерянность. И рядом оказался кто-то, подруга, опытная женщина, зрелый мужчина. Он или она выслушали, покивали, разобрали твою ситуацию. Назвали виноватых. Поведали, как надо было. Ты слушала. Не потому что согласна, потому что уязвима. Ты вежлива. И тебе вдруг стало тесно. Как будто твою боль присвоили с правом ее комментировать. А ты даже не возражаешь. Слишком хорошо воспитана, чтобы перебивать. Ты не жертва. Это момент, где ты была собой, но без границ. Люди, жаждущие значимости, идут туда, где можно быть главнее, где можно наставлять, где не возражают. Ты молчишь, значит, нуждаешься в совете. Ты сомневаешься, значит, без опыта. Ты открыта, значит, можно воспитывать. Ты случайно передала руль. Не чтобы сдаться, а чтобы избежать конфликта. Но напряжение все равно пришло. Только не снаружи, внутри тебя. Ты стала пространством, а не личностью. Сцена для их монолога. Урок без запроса. Совет без разрешения. Покровительствующий манипулятор не кричит. Он беспокоится. Он просто хочет помочь. Он не замечает, как вставляет тебя в роль ученицы. Вот 5 тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание. 1. Они всегда знают, что для тебя лучше, даже без просьбы. 2. Их советы от души, но сопровождаются обидой, если ты не благодарна. 3. В каждом разговоре история о том, как они уже через это прошли, причем победоносно. 4. Они не выносят сомнений в своем авторитете. 5. После общения с ними ты чувствуешь, неловко быть собой. Ты не лишена силы. Просто не прячешься за броней. И именно поэтому кто-то решает, что тобой можно управлять. Ты не сломлена. Просто открыта. А открытость легко принимают за подчинение. Контроль выдают за помощь. Я просто беспокоюсь. В переводе «позволь мне тебя контролировать, не испытывая вины». И ты не понимаешь, это забота или захват. Ты не сумасшедшая. Это правда, манипуляция. Они ставят тебе диагноз «ты слишком чувствительная». Снисходительно уходят, но делай, как знаешь. Свекровь с лицом униженного Будды. И тайно следят, чтобы при первом твоем промахе сказать «а я же говорила». Манипуляция под маской заботы – это всегда о недоверии, о нежелании признать, перед тобой живая душа, свободная, самостоятельная, а не проект для исправления.
Если ты узнала здесь себя, досмотри. Дальше не про них, про тебя. Ты больше не хочешь быть учеником в чужой драме. И не обязана благодарить за помощь, о которой не просила. Объяснять свои решения. Доказывать, что давно готова быть мастером своей жизни. Ты можешь просто молча поставить точку. Не вернуться в игру. Не быть сценой для чужого самоутверждения. Это не предательство. Это восстановление пути. Ты можешь любить и не быть маленькой. Ты можешь уважать и не подчиняться. Ты можешь сказать «нет», и это не разрушит мир. Зато, возможно, вернет тебя себе. Эрик Бёрн, американский психолог и психиатр, автор книги «Игры, в которые играют люди», писал: «Игры – это способ избежать близости, но только настоящая близость исцеляет». И вот, что я тебе скажу. Мы так устроены, что часто сами играем в эти игры. С подругами, мужчиной, детьми. И, возможно, в твоей жизни была ситуация, где ты сама была в роли такого манипулятора. Иногда манипуляция – это тоже искаженная форма любви. Попытка удержать связь. Быть нужным. Стать важным. Кривая, неумелая, но все же попытка. Эрих Бёрн писал: «Манипуляция – это игра, в которой один не знает, что в нее играют. Теперь ты знаешь». Если ты узнала себя, напиши комментарий. Поставь «нравится», чтобы другие почувствовали, они не одни. Расскажи свою историю, возможно, она станет точкой опоры для кого-то другого. До встречи в следующих видео. И да, ты не обязана быть удобной.